Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Решил реворкнуть старый видос по Бьякуе, когда только начинал разбирать Блич. Было это более года назад, так что данный ролик будет наглядным примером наподобие до и после. Начнем с предыстории и морального стержня Бьякуи. Рожден он был в одном из благородных кланов, рос также в нем, в частности в особняке Кучики. Его дед был капитаном в Гётей 13 и наглядным примером того, каким сильным и сдержанным должен быть лидер. Хоть в детстве Бьякуя и не был похож на него, но стремлениями уж точно походил. Это можно четко понять в юмористичной сцене с Йоруичи, когда Бьякуя тренировался что есть сил, прямо озвучивая свои намерения. «Я должен быть сильным, чтобы быть следующим главой собственного клана». То есть с раннего детства он уже понимал свое предназначение и в полной мере осознавал, в какое русло ему нужно вливаться. Однако, имея большие амбиции ввиду своего возраста и юного эго, еще не был в состоянии контролировать собственные эмоции, поэтому разница между Бьякуей текущим и юным столь велика. Это также обусловлено его отцом, который был мягкохарактерным, не уделял должное время тренировкам и погиб на задании. Этот факт отпечатался в сознании Бьякуи. Но свои слова он, конечно же, сдержал и занял должность 28-го главы клана и капитана 6-го отряда. Но это было до основных событий, повлиявших на его отреченность как человека. Личностная трагедия таится, конечно же, в любви и потере. 50 лет назад, когда Бьякуя выступал в роли принца своего клана, он встретился с девушкой. Внешностью она напоминала Рукию, это была ее старшая сестра Хисана. У нее было слабое здоровье, но то ли нежностью, то ли внешностью Бьякуя полюбил ее. Его чувства были настолько сильны по отношению к ней, что дело дошло до женитьбы. Это было против правил аристократических семей, ибо с выходцами из Рукангая они не считались. Ярчайший пример, насколько разнится отношение к людям у благородных кланов, мы можем прочитать в новелле «Убойся своего мира». Там таки надо, будучи аристократом нижней ветки клана, мог отделаться обычным домашним арестом за убийство собственной жены, также из Рукангая, с той пометкой, что если бы он был в высшей ветке клана, ему бы вообще ничего не сделали. Но вернемся к Бьякуе. Статус лидера семьи аристократов сиял с той же силой, как затенял его образ факт женитьбы на простолюдинке из бедного Рукангая. Это считалось позором в высших слоях сообщества душ. Однако ему было все равно. С Хисаной он прожил недолго, через 5 лет она сильно заболела и слегла, после чего ее не стало. Умерла она в день цветения сакуры. Это трагичное воспоминание выжжется в сознании Бьякуи настолько, что будучи синегами он будет обладать таким же шикаем и банкаем, напоминающим каждый раз, когда он его использует, о смерти любимой женщины, что в очередной раз доказывает Занпакта отражение внутреннего мира синегами. Но Хисана попросила Бьякуи выполнить последнюю ее просьбу, рассказав о младшей сестре Рукии, моля о ее защите, ведь сама она, как старшая сестра, провалила эту задачу. Поэтому она не желала, чтобы Рукия знала о ней. Так как это было желание жены, Бьякуя в сомнениях начал поиски. Но вся неуверенность исчезла в тот миг, когда он увидел Рукию, ибо она была близнецом своей сестры, почившей жены Бьякуи. В тот момент, когда он увидел ее, то без раздумий принял в собственный клан, тем самым нарушая правила сообщества душ, а в частности аристократов во второй раз, запятнывая как свое имя, так и имя клана, его родителей, деда и предков. После этого он поклянется всегда следовать правилам, но клятва не возымеет веса, когда на чаше весов будет последнее желание Хисаны и слова Ичига о важности кровных или же семейных уз, что раскроет Бьякуи глаза. Это важнейший момент в истории Кучики. Далее я бы хотел выделить еще один интереснейший сюжетный твист, которого нас лишили. Рассказать или напомнить многим, как Куба прогнулся под фанатичных фанатов одного персонажа, лишив нас, работяг, неимоверной годноты. Перенесемся в текущие серии. Блич ТКВ. Кучики Бьякуя должен был умереть. Да, и это не мое желание, а логичное развитие событий. Вспомните сражение Бьякуи с Эсноттом. Оно было пронизано грустью. Горделивый Бьякуя, с честью держащий образ лидера собственного клана, отбрасывает свое «я» и просит Ичига о защите. Сцена была замечательная, подкрепленная немым продолжением с распадающимся мечом аж до рукояти. В мире Блича это означает лишь одно – смерть. И потеря такого персонажа, как Бьякуя, дала бы еще более чувственное сражение с Яхве у Ичига, ибо он бы сражался за бывшего товарища, с которым у него были тяжелые, но
проверенные временем отношения. Вторым плюсом легла бы сюжетная ветка Руки и ее огромное развитие как независимого персонажа с победой над противником, которого не смог одолеть ее брат. Это было бы намного ярче и красочнее продемонстрировано, а закончено так же, как и в окончании ТКВ. Рукия бы встала на место капитана 6-го отряда вместо Бьякуи. Но третий плюс был бы ко всей истории. Читатели и зрители Блича почувствовали бы смертность персонажей, причем самых важных, не только деда с мелкой фанбазой. Но Куба не смог. Буквально спустя одну главу, когда читатели поняли, что Бьякуя мертв, возникла целая волна негодования, много жалоб и хейта. И спустя пару-тройку выпусков нам вновь показали живого, пусть и разбитого Кучики. Фанатам-то автор угодил, но смотрится это крайне жалко. Это, конечно, лишь мое имхо, поэтому напишите, пожалуйста, в комментарии, как считаете вы, нужно ли было оживлять Бьякую или нет. Ну и раз мы взяли паузу, то я обязан рассказать вам о моем личном мерче. Во славу Айзена, бога нашего, именно с такими словами я создал мерч. Футболка с изображением Айзена, который вырвался из Мукена, его силы достаточно, чтобы закрыть врата ада или наоборот, принести ад в этот мир. Его реакции усилены и теперь видно обычному человеку, а в руках же воплощение греха вселенной Блич. Труп, раньше именуемый Яхве Бахом, ныне король душ. И лишь Айзену решать, каким путем пойти, созидать или уничтожать. Вы часто спрашивали, как вступить в ряды айзенианства, вот вам ответ. Это шикарная футболка, предзаказ будет идти 2 недели, стоимость 2190 рублей. Напиши моему боту в Telegram, заполнив анкету, или напрямую перейди к ней по ссылке в описании, и через 100 заявок или же 14 дней мы запустим производство. Во имя Айзена, братья и сестры, бога нашего. Ну а за поддержку канала спасибо большое Ананасику, Аргосу, Антону Соколову, Зороджеру и Шаману. Теперь же со спокойной душой перейдем к способностям одного из самых красивых Занпакта, но сначала пара слов о Кучике. Его профиль — это быстрые атаки с использованием техник Кидо и применением Сюнпо. Если честно, Бьякуя хорош абсолютно во всем и по тем же базовым характеристикам намного сильнее Шинджи, который крайне вариативен в бою. Но основная фишка — это, конечно же, Сенбанзакура. Перевод на русский — 1000 цветков вишни. И вся красота клинка начинается с Шикая. Команда высвобождения — рассеять. Напоминаю о дне цветения Сакуры, когда умерла его жена. Это важно. Шикай также распадается на 1000 лепестков, которые из-за отражения света напоминают лепестки Сакуры, каждый из которых способен ранить врага, как ранил Бьякую в день смерти Хисаны. Сам Кучики может управлять этими клинками, обходя защиту врага, ибо сама атака массова и вариативна. Однако у нее есть минус, это безопасная зона, чтобы лепестки не ранили самого Бьякую. Ну а теперь начинается эстетика. Банкай, Сенбанзакура Кагиёши. Яркий показ 1000 цветков Сакуры. Послушайте и посмотрите на это. Банкай. По сути, это более обширная версия Шикая. Клинков становится нереально много. В отличие от Шикая, Банкай находится под ментальным контролем, но при желании можно перейти на ручное управление, что позволяет контролировать Сенбанзакуру в 2 раза большей эффективностью и скоростью. Вариативность не заканчивается на одной форме, вторая вариация носит имя Сенкей. Лепестки буквально создают арену, сформировываясь в мечи аж в 4 ряда. Они крутятся вокруг Бьяку и его врага. На деле это атакующая форма, увеличивающая силу удара. Атаковать с любой точки арены не выйдет, но атаковать самими клинками все же получится, пусть и с условностями. Бьякуя должен быть ранен, то есть катализатор способностей — это его кровь. Следующая атака носит имя Гёкей, атака, которая заставляет лезвие сферически кружиться. После они летят во врага со всевозможных углов, не оставляя слепых зон или возможности скрыться от атаки. Еще есть Ика Сенджика, эта атака считается одной из сильнейших во всем Банкае. Ее Бьякуя использовал только против Жирара. Но апофеозом всех техник, по моему мнению, является Шукей Хакутейкен — белый имперский меч. Даже Ичига отметил красоту этой формы. Сотни тысяч лепестков объединяются в единую форму. Один клинок белого цвета, визуально создавая крылья и белое кольцо позади спины. Самая сильная атакующая техника Бьякуи, которая была показана за всю мангу всего один раз. А крайне жаль. Но что же по итогу?
Каждая из показанных атак, да и вообще сам Бьякуя вместо смерти были усилены. Учики пробыл во дворце короля душ дольше всего, восстанавливался в белом и в красных источниках, напитываясь силой. Он получил огромнейший пауэрап. Если говорить по сухим фактам, сила и количество лезвий в шикайной форме равно или же превосходит старый Банкай. Это было отмечено во второй стычке с Эсноттом. Также Бьякуя неплохо показал себя в сражении с Жераром. Одним словом, на текущий момент времени он является одним из сильнейших капитанов нового поколения. Один из 4, а именно, в них входят Кинпачи, Бьякуя, Рукия и Кьюраку. Остальные, как я и сказал в ролике про Вайзардов, мусор, отчего данное поколение по-прежнему слабейшее. Не представляю, как они будут держаться против новых врагов, а то и первого поколения Гютея из Архиада. На этом у меня все. С тобой был Рабаши, присоединяйся к айзенианству с помощью мерча, ну и прожимай каждому ролику лукасы для попадания в тренды. Благодарю тебя за просмотр и за подписку, ведь это лучшее, что ты можешь сделать. Увидимся в следующем видеоролике. Чумба. Ну а за поддержку на Бусти большое спасибо шейхам, никнеймы которых вы видите на экране.